Всем привет! И тема у нас сегодня: как выбрать автомобиль и не попасться на уловки мошенников. Также поможет вам это видео, если вы хотите продать автомобиль. В большинстве случаев это подходит для Германии, потому что у Германии есть определенные свои правила, которые многие не знают. С чего вы должны начать при выборе автомобиля? Когда вы приехали осматривать автомобиль, самое первое, что вы смотрите, не лакокрасочное покрытие или еще что-нибудь, вы смотрите сразу, то есть его все сервисы. Вы открываете и смотрите, чтобы там не было никаких пробелов, никаких люков, так скажем, чтобы там было полностью все заполнено, потому что это главный принцип, где вы можете торговаться. Или вообще, тогда станет вопрос: хотите ли вы покупать эту машину, у которой сделаны не все сервисы, потому что это очень важно. Как я уже сказал, начинать надо с формальностей, то есть посмотреть, все ли документы имеются. То есть для этого вам необходим, здесь два будет документа, я, может, вставлю это в видео, то есть у вас будет Fahrzeugschein Teil 1 и Fahrzeugschein Teil 2, то есть две бумажки, одна маленькая и другая большая. И это полный пакет документов, больше у вас ничего не будет. После того, как вы проверили, что эти документы у вас соответствуют, есть два варианта, где вы можете купить автомобиль. Это у хендлера, то есть в каком-нибудь, можно сказать, магазине, да, где продаются автомобили, либо приват. Когда вы покупаете приват, в принципе, каких-либо гарантий у вас нет вообще. Даже если выехали вы за порог, и у вас автомобиль сломался, даже через суд, даже в течение 14 дней, скорее всего, у вас не получится ничего доказать, и вы останетесь без ничего. Когда вы покупаете у хендлера, то есть у людей, которые занимаются автомобилями, у них в Германии очень большие обязанности. Они не могут вам просто что-либо продать и после этого просто отморозиться от вас. Такого не бывает. Они очень любят писать, что, например, вы покупаете машину, и она как бы от клиента, но она проходит через этот автохаус. В этом случае есть тоже два варианта. При подписании контракта вы должны сказать: я хочу, чтобы присутствовал хозяин. Потому что многие делают так, что они пишут, чтобы не нести гарантию, что это Kundenauftrag, то есть они от клиента ее продают. Тогда вы говорите: да, я хочу видеть клиента, и на подписи наших документов, нашего контракта, я хочу, чтобы этот человек был здесь, и мы с ним подписывали. Если они говорят, что нет, такого человека нету, значит, это простой обман. И, соответственно, вы можете потом, если вдруг что-то случится, сразу к ним приезжать и сказать: да, мы подписывали лично с вами договор, и каждый хендлер, каждый такой автохаус, каждый такой магазин с этими автомобилями несет год гарантии. 6 месяцев они несут безоговорочной гарантии, вообще это никак не обсуждается. Все равно, что сломалось мотор, еще что-нибудь, вы приезжаете туда, говорите: сделать, пожалуйста. Любой суд, любой адвокат, это 100% выигранное вами дело будет. После 6 месяцев, в зависимости от километража, вы уже финансово несете такую же ответственность, как и этот автохаус. То есть, например, при 10 тысяч километрах вы 10% платите от суммы ремонта, и в зависимости от того, сколько вы проехали, дальше и выше. Но все равно вы почти ничего не покрываете. Также есть такой нюанс: если вы покупаете автомобиль у этого хендлера, то вы можете заключить дополнительную страховку. Скорее всего, ее вам даже будут специально продавать, в этом нет ничего плохого, она очень хорошо работает, она очень помогает в любых случаях, будь то у вас какой-то агрегатная поломка, мотор, коробка. Но она не покрывает, конечно же, такие вопросы, как сцепление. И даже если у вас сгорело сцепление, неважно, какое оно у вас было, в автоматической коробке, либо это сухое, стандартное на механической, вам, соответственно, не покроют эти нюансы, потому что это считается как расходник. Также и тормоза, и все остальное. Неважно, когда вы купили эту машину. Конечно, если вы купили и там в течение полугода у вас там стерлись тормоза, да, но этого не может быть, вы приезжаете, и каждый уважающий себя продавец, он поменяет вам просто это бесплатно, потому что эти колодки ничего не стоят, они стоят 100 евро, 200 евро, ну смотря какая машина. Ему, чтобы не терять свою репутацию, свои нервы, не судиться с вами, потому что в Германии у многих есть страховка, адвокатская страховка, то есть человеку не будет ничего стоить, он просто платит в год 200 евро и покрывает все адвокатские расходы и так далее и тому подобное.
В общем, вот такие есть нюансы. Если же вы продаете автомобиль, то тоже надо быть осторожным. Если вы покупаете или продаете автомобиль в Германии, да и неважно где, всегда пишите контракт по продаже. Был недавно случай с моим родственником, который хотел купить машину, и он говорит, звонит мне и говорит: Вань, так что там надо контракт составлять? Я говорю: ну, конечно, как без контракта? Он говорит: да не, он типа говорит, там ничего не надо. Я говорю: обязательно составляйте контракт, даже если вы покупатель. Если вы покупаете у кого-то машину, контракт должен быть всегда. Потому что в Германии это все такое спускается. Но в последнее время это намного больше стало случаев обмана. И я сейчас объясню, в чем обман. Купил эту машину, ему сразу начали названивать: ой, это, блин, мы так продали, нам срочно нужны были денежки. Можете нам эту машину отдать, мы вам даже там доплатим туда-сюда. Ну, начинается вот такой какой-то развод. Он говорит: да не. Они ему названивали. Но у него есть контракт, у него есть все документы. То, что он эту машину купил, заплатил, все росписи, все классно. Также, если вы продаете автомобиль, это еще более важно. Если вы продаете как простой человек, как приват, вам обязательно надо писать, и что вы продаете этот автомобиль без гарантии, как приват, не даете никаких гарантий, потому что здесь есть тоже две вещи, называемая гарантия и Gewährleistung. Это две разные вещи. То есть гарантия, это вы, ну, соответственно, вы ее не даете. А Gewährleistung — это то, с чем они на вас могут уже попадать в суд. То есть это как вы как продавец, как хендлер уже действуете. И вот эти две вещи вам надо в контракте указывать и говорить, что я не отвечаю за эти вещи. Это без гарантии, без какой-нибудь дальнейшей обмена. Я не возвращаю этот автомобиль. Вот это все должно стоять в контракте. Так вот, очень крутой способ, который придумали наши коллеги по бывшим странам. Они покупают автомобиль и просто капают в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью несколько капель масла. Ну и, соответственно, уезжают от вас и сразу же, буквально в течение часа приезжают, показывают ему: смотри, в охлаждающей жидкости у меня масло, с мотором что-то не так, как будем решать? И, конечно, человек, который уже получил на руки деньги, он обратно этот геморрой себе не хочет, потому что он этого не знает, он думает, реально мотор стрельнул. И говорит: блин, ну я не знаю, давайте я вам 1000 скину. Эти такие: ну сложно, конечно, ну ладно, давай. А он там продал ее за 10, он говорит: ладно, давайте, я вам 1000 отдам, и все, и мы расходимся. И все, и люди просто забирают 1000, отсасывают отсюда, с расширительного бачка это масло и катаются, сэкономив 1000. Также, если вы покупаете автомобиль, а продавец вам говорит: слушай, я не хочу указывать реальную стоимость автомобиля, потому что, ну, мне там по налогам много платить, давай там вместо 10 тысяч напишем 5, а 5 ты мне так отдашь. Этого тоже делать нельзя, это тоже считается как финансовая махинация, это во-первых, а во-вторых, вы оставляете себя абсолютно незащищенным. Потому что, если вы вдруг захотите каким-то образом вернуть этот автомобиль, либо продавец вам на следующий день скажет: слушай, я хочу вернуть этот автомобиль, то вы не получите ваши 10 тысяч, вы получите то, что стоит в контракте, а именно ваши 5000. Ну и мы разобрались с вами с чисто формальностями, либо документационной частью, и мы переходим к проверке физических составляющих, а именно с чего же мы начнем. А начать мы должны с проверки ВИН-номеров. В Германии, в принципе, очень безопасно покупать автомобиль, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Вам надо проверить минимум 2 номера, то есть обычно он на стекле, и будет у вас где-нибудь под сиденьем, возле сиденья. Мы потом дальше покажем об этом. Если вы проверили эти номера, номер автомобиля здесь никто не проверяет, потому что это считается деталью. Номер хоть агрегат, хоть двигатель номерной, но он не считается какой-либо проблемой. Конечно, он может быть краденый и так далее, но это мало вероятности, что вас это проверят. Мы сразу переходим к всем вещам, которые должны вас насторожить. То есть расширительный бачок здесь, и в нем жидкость. Да? Вы можете его даже открыть. И сейчас открывать не буду, потому что машина горячая. И посмотреть на охлаждающую жидкостью, какого она цвета. Она должна быть чистая. И сбоку вы ее смотрите, вот как у меня здесь. Она чистейшая, нигде ничего не капает. Тогда это значит, что у вас никакие выхлопные газы, никакое масло, ничего постороннего не попадает в охлаждающую жидкость, потому что это первый признак, что что-то не так с мотора. А мотор, особенно если у вас, например, машина уже премиум сегмента,
может быть очень дорогим. Особенно если у вас какая-нибудь BMW, либо Mercedes, либо, не дай бог, гибрид, который сломался или неправильно работает. Это выльется вам в такую сумму, что вам придется автомобиль продать на запчасти. Следующий вариант, что мы смотрим здесь, это открываем маслозаливную горловину и смотрим на конденсат. Здесь должно быть, как у меня, все черное, не должно быть белого, особенно толстого налета. Это означает, ну и в принципе вы внутрь посмотрите, вот как у меня. Вот если тут посмотреть, увидеть, тут все чистейшее будет, нет лакового налета. Если есть лаковый налет, значит либо лили некачественное масло, либо его меняли с не тем интервалом, которым должны были менять. И если у вас есть такое эмульсия, налет, это значит, что тоже охлаждающая жидкость попадает. Это в худшем случае. В лучшем, конечно, это просто конденсат, который собирается в моторе, если вы очень мало ездите. Маленький моторчик, трехцилиндровый и так далее. Конечно, это будет, может собираться немножко налета. Но, чтобы это 100% проверить, вытаскивайте щуп. BMW, Mercedes, Porsche и так далее, они отказались от щупов. Может и не быть, поэтому проверить масло вы можете только через заливную горловину. Щупа нет, нет щупа на коробку, проверить невозможно. И в Германии вы должны понимать, что здесь не будет такого, что вам кто-то разрешит выкрутить свечи и посмотреть эндоскопию цилиндров. Вас, скорее всего, пошлют на 3 буквы. И будут правы, потому что вы не имеете права влазить в автомобиль и что-либо смотреть. Сразу же вам надо посмотреть, есть ли тут табличка, когда менялось масло, когда был последний сервис. Все СТО вешают такие таблички. Если мотор ременной, многие производители до сих пор используют ременные двигателя. Особенно очень новые моторы. Это Peugeot, это Ford и многие другие, у которых бензиновые двигателя. И даже некоторые транзиты, они до сих пор ездят на ременных моторах. И проблема в этих моторах не то, что это ремень даже, а то, что этот ремень иногда в моторе стоит, и он в масле работает. Тут тоже надо быть аккуратным, потому что такие ремни, для них нужно специальное масло без агрессивных присадок, которые его разъедают, и смотреть. Обычно здесь также есть наклейка, которая вам говорит о том, когда менялся этот ремень. Это тоже очень важно, надо смотреть интервалы, это важно, и это важный пункт. Не только для торга, это важный пункт еще и для того, чтобы у вас не было такого, что умрет мотор, и вы просто выкинете этот автомобиль. В Германии оплатить ремонт автомобиля мотора нереально. Есть агрегатная замена полностью мотора. По-разному моторы стоят. Влетит вам в копеечку. Также вы должны посмотреть, была ли машина битая, посмотреть здесь лонжероны с фонариком, есть ли замятости, есть ли точки сварки. В Германии вам никто не разрешает здесь никакой пластик снимать. Вы просто то, что вы увидели, то вы и посмотрели. Можете заехать, конечно, есть такие случаи, заехать на СТО, проверить и все остальное. Но опять-таки, проверка на СТО будет у вас, так же самое будет, приедете на СТО, вам так же самое кто-нибудь вот так вот глазами посмотрит, разбирать там ничего не будет. Если будет разбирать, то будет цена 300 евро и выше. Обычно, если у вас просто хорошо посмотреть машины на подъемнике, в районе 100 будет стоить. Очень важный момент. Много сейчас наводнений, много всяких нюансов. Вы должны посмотреть фары. В фарах, в углах не должно быть никакой глины, никакой земли высохшей и так далее. Вы должны это все посмотреть. Нету ли каких-нибудь окислов там, где они быть не могут и не должны. Если они есть, это свидетельствует о том, что машина была утопленником. А утопленник — это такое дело. Люди по-разному восстанавливают, по-разному. Многие хорошие, кто делает, да, они меняют агрегатно, то есть меняют многие блоки. Но есть люди, которые делают их, чистят, паяют, и там гарантии уже у вас не будет, соответственно, никакой. Посмотрели, машина ли битая, не битая, здесь ли все так уложено, потому что бывает такое, я много раз такое видел. Буквально недавно другу смотрел я машину, Ford. Вроде сверху неплохая. Здесь смотришь, здесь винтика не хватает, здесь не хватает хомутика, там откручено, там не так прикручено. Но видно, что кто-то там что-то колхозил. На такие моменты даже может девушка обратить внимание. Кстати, по этому видео вы можете сами выбрать себе автомобиль и, скорее всего, получится. Поэтому вы посмотрели, проверили все наклеечки, все проверили, здесь все красиво выглядит. Потом что вы делаете? Вы заводите двигатель и слушайте, чтобы он ровно работал. Все бензиновые двигателя, кроме 3 цилиндров, они должны тихо работать без посторонних стуков и шумов.
Если у вас, конечно, дизель, то там немножко другое. Но у дизеля у него и выносливость совсем другая. То есть у него это допускаются какие-либо шумы, особенно если это Мерседес. У Мерседеса очень такой тракторный звук, даже у новых Мерседесов, даже у них с крутыми их новыми форсунками. Volkswagen последние дизели, они работают очень тихо. BMW, например, шестицилиндровый, довольно громко работают, особенно те, у которых водители льют некачественное топливо, либо пренебрегают присадками в дизельное топливо. Все-таки вот это вот звук у них тоже есть разный. Также вы посмотрели эти книжки, и вы потом переходите к осмотру салона. Дальше мы продолжаем с поиска других ВИН-номеров. Они будут дублироваться у вас либо на стойке, у нас это с той стороны написано, и еще есть дубляж по-любому под ковром, то есть на кузове. На кузове в целом в новых машинах под капотом их нету, есть здесь на кузове. Здесь вот я отодвинул сиденье, и здесь есть такое окошко. Вот, и под этим окошком вы можете посмотреть, тут будет ВИН-номер. В общем, вы посмотрели это, и дальше мы переходим к осмотру салона. Еще где находится ВИН-номер, как я уже сказал, на стойке. Здесь также вся информация. Эти наклейки должны присутствовать, и они должны видно быть, что они хорошие, там хороший шрифт, то есть качество, не кто-то там дальше напечатал. Как же нам проверить в дальнейшем километраж? Километраж проверяется, в принципе, двумя способами. Тут такой нюанс, что, конечно, скорее всего, смотать машину не проблема. Но, как я уже сказал, вам по сервисам должно быть это все проверяться. Особенно новые машины, такие как Mercedes, такие как BMW, очень сложно там смотать, практически невозможно. На Мерседесах, например, там невозможно, там надо вставлять обманку, чтобы у вас не шел километраж, потому что оно сохраняется во многих блоках. Я вам расскажу одну историю, какая приключилась здесь с одной фирмой, с нашими соотечественниками, опять-таки, которые владеют строительной фирмой. Они купили спринтер, отъездили на нем 300 тысяч, ну и по традиции после этого они машину смотали до 180 тысяч и в Германии продали. Немецкая фирма, немецкая машина, куплена новой, один хозяин, эта фирма была, юридический хозяин. В общем, они это все провернули, продали, ну и потом человек, а там получается, что на Мерседесах, на дизельных, у них к 300 тысячам всегда такие кольца под форсунками, они ослабляются, и оттуда начинает газы выходить. Но им говорят, странно, на 180 тысячах у Мерседесов не бывает такого, только к 300. Ну и тут начались вопросики, как они там, в общем, они заказали оценщика, осмотрщика, который сказал, да, что машина не соответствует пробегу. И они, знаете, что сделали? Они считали, там электрически открывается крышечка заливной, куда вы топливо заливаете. И там было что-то типа 3000 раз эта крышка открывалась. Но они посчитали, что даже если бак заправлялся каждый раз по половинке, они потом сравнили то, что фирма указывала в налогах, сколько раз они заправляли, сколько они топлива заправляли, то тут было такое несоответствие, что пробег был в районе 400 даже тысяч. Насколько я знаю, эту фирму не штрафовали, но ее обязали новому хозяину выплатить эту разницу между машин, которые пробегом 420 тысяч и 180. Там разница была, наверное, 15 тысяч евро. И он эту разницу выплатил, также он полностью суд оплатил и так далее. То есть тут такое дело. Конечно, смотать вы можете, но это будет абсолютно нелегально, и это можно проверить. И в новых машинах, почти во всех, у вас будет такое, что во многих блоках сохраняется. Эти можно тоже блоки почистить, но до конца почистить все равно не удастся, если захотят, найдут. Я, конечно, такой человек, который, в принципе, в Германии не парюсь за пробег. Объясню почему. Потому что для меня намного важнее, как машина все-таки выглядит, ведет себя на дороге, как у нее работает мотор. И я смотрю всегда эту книжку. И также, как я уже сказал, в новых машинах у вас будет дигитальная эта книжка, у вас ее может не быть. И вам надо просить, чтобы сделали распечатку. Ее хозяин сделал распечатку и показал, что все сервисы были сделаны. Для меня это намного важнее. Потому что, например, если машина была постоянно на BMW, на Mercedes, там, на Porsche,
Все это сохраняется дигитально, это ваша гарантия, что были всегда поменены масла, все возвратные кампании были сделаны, софт обновлялся и так далее и тому подобное. Также для меня важно, как выглядят сиденья. То есть, если вы покупаете автомобиль, на котором там до 200 тысяч пробега, это немецкий автомобиль, у вас, по сути, ничего не должно здесь быть. У вас должно быть все как новое, если машина до 200 тысяч. Ни сиденье потертое, никаких замятостей, ничего не должно здесь быть. Это должно быть все как новое. Вы посмотрели, особенно это видно всегда на руле. И руль, который будет свежепокрашенный, например, матовый или еще какой-нибудь, это уже такой звоночек, что его красили, либо меняли, либо еще что-то. Также есть нюансы по подушкам. Вам надо смотреть, чтобы, в принципе, панели очень дорогие на премиум машины. И многие делают так, что там будет здесь нету кожи, да, здесь пластик, потому что кожа, она потом отклеивается, и они от нее отказались. На Каенах отклеивалась, еще на чем-то, на Мерседесах. Здесь пластик, и пластик либо кто-то будет менять, если машина в аварии была и был взорванный airbag. Вот эту панель, ее менять полностью, это трудозатратно и это дорого. То есть, либо вы отвезете в специализирующую фирму, отправите эту панель или еще что-нибудь, где вам покроют другим материалом, без снятия, поменяют подушки, конечно, и все остальное. В принципе, есть фирмы, которые делают очень хорошо эти подушки, по новой заправляют и так далее. Я не могу сказать, что это легально, но эта тема работает. В Германии, в принципе, вы должны, если у вас была авария, особенно если у вас выстреливали подушки, вы должны это в вашем объявлении указывать всегда. Потому что суд встанет на сторону в любом случае покупателя. Если вы покупаете, либо продаете, тут такой риск есть всегда. Вы должны это указать, да, что машина была была в аварии. Особенно важно, если были выстрелены подушки. То есть, если вы это, конечно, указываете, то шанс продать автомобиль за какую-то хорошую цену резко снижается. И многие этим пренебрегают. Это, соответственно, я не могу сказать, что это уголовная ответственность, но стоить вам будет дорого. Мы переходим к багажному отделению. Кстати, такой нюанс. Кто не знал, в Германии у вас должно быть столько жилетов, столько мест в автомобиле. И на детей должны быть отдельно жилеты. Переходим к багажнику. В багажник тоже можно, либо вы посмотрите снизу все лонжероны, все ляжете просто под машину, либо вы откроете здесь и посмотрите. Как мы видим, например, в Porsche здесь все закрыто, что-либо посмотреть нереально. И вам, скорее всего, придется смотреть снизу, либо здесь разбирать. Но, как я уже сказал, хозяин не даст вам разбирать, скорее всего. Поэтому, если вы не видите отсюда, снутри, смотрите снизу. Снизу, в принципе, может быть тоже закрыто, но будет все равно видно. Также по зазорчикам посмотрели и так далее. И с этого пункта мы можем переходить к моменту того, чтобы померить машину толщиномером. В принципе, по статистике в Германии почти нет небитых машин. Они где-либо, но притертые, подкрашенные, потому что все равно на парковках. Бампера можете вообще не смотреть, они будут 90% скорее всего покрашены. Поэтому это такое дело, смотрите кузовню, чтобы не было больших ударов, ремонтов и так далее. Также мы посмотрели, везде зазоры должны быть одинаковые. Посмотреть шагрень на краске, то есть вы посмотрели, чтобы лакокрасочное покрытие было одинаковое. Нюанс по бамперам, да? На бамперах краска лежит все равно по-другому, чем на металле. Она может с завода по цвету даже отличаться. И, скорее всего, при определенном углу она будет отличаться. Но что вам надо посмотреть, чтобы здесь есть ксералик, блесточки такие, они должны нанесены быть в один тон. Если этого нету, то значит деталь по-любому красилась, это можно даже без толщиномера определить. И мы переходим к последнему пункту. Если вы все это посмотрели, вас все это устраивает, машина устраивает, документы устраивает, краска устраивает. В принципе, последний пункт – посмотреть подвеску, вывернуть колесо, посмотреть, чтобы все резинки там были целые. И, конечно же, резину. Резину вы можете заехать в любом АЗС на заправке, купить такой толщиномер, мерить протектор. Протектор должен, пофигу какая резина, зимняя, летняя, минимум 4 мм. То есть вы меряете не в середине там где-то, а здесь с краю. Поставили, есть 4 метра, резина пойдет еще. И вы с ней получите техосмотр, тюф и все остальное. Также тормоза. Тормоза тоже очень можно посмотреть легко. То есть вам надо посмотреть, есть ли тут ступенька на диске
и какой толщины у вас колодка. Колодку тоже с фонариком, ее хорошо видно. Минимум, которая должна быть колодка, ну минимум хотя бы 3-4 мм колодка. Это минимум, если ниже, то это уже края. Это брать не надо. Также посмотрели резину, посмотрели год. Обязательно в документах Fars & Shiny стоит тот размер, который вы имеете право ездить, потому что это может быть для вас тоже проблемой. Вы посмотрели, например, стоит там один размер, а на машине другой. Вы должны у хозяина спросить, есть документы на эти диски, на эту резину, потому что если этого всего нету, то вы не имеете права с этим ездить. И машина подлежит тогда штрафстоянке. Если вас остановит вечером полиция, посмотрят ваших документов несоответствие резины, поедет машина на штрафплощадку, будет стоить это минимум 500 евро. Плюс комплект дисков с резиной, это попадалово. Также вы на TÜV приехали, они самое первое, что смотрят, соответствие размера резины и дисков. Если она не соответствует, они тоже это все знают и так далее. Тоже никакого TÜV. Едете домой, ставить нормальную резину, которая подходит, и тогда радуйтесь, конечно же, жизни. После того, как вы посмотрели все, что вам надо было, в принципе, на стоячей машине, вы можете выехать и посмотреть, как она себя ведет. Конечно, поклацать коробку, чтобы, если у вас автомат, чтобы оно без всяких переключалось, пинков, рывков и так далее. Если у вас полный привод, то вам надо под газом немножко в натяжку ездить, чтобы не было вибраций. Это означает, что у вас ваша раздаточная коробка нормально работает. Но это не ко всем применимо. Если у вас машина постоянным полным приводом, но есть такие, которые с подключаемым полным приводом, конечно, тогда вам просто надо его подключить и проверить, работает ли полный привод. Также, пока вы эту машину не купили, она не ваша, вам надо выехать на автобан и конкретно дать гари машине и проверить, как она ведет себя на больших скоростях, не плавает ли, как по шумам. И на самом деле самое важное, что надо проверить, это не греется ли мотор. После этого, как вы все это проверили, надо проверить печку и кондиционер. Печка должна хорошо жарить, кондиционер очень тоже просто проверить, даже зимой. Вы ставите на самую низкую температуру, подставляете руку, и она должна немножко так покалывать, если он работает. Это означает, что кондиционер рабочий, и он даже зимой будет разница, как он холодит. Посмотрели также, как все тут не зашарпанное, не закоцанное. Если, конечно, оно все зашарпанное, кнопки затертые, это говорит о том, что пробега у машины будет очень много. Даже если указано, что у нее очень мало этого пробега. Также вам надо, чтобы ничего на панели не горело. Никакие лампочки, даже лампочки по поводу датчиков в колесах, что там есть ошибка по датчикам в колесах. Например, если у вас какая-нибудь премиум машина, BMW, Mercedes, Porsche, один датчик может оригинальный стоить более 100 евро. Но даже не эта проблема. Может выйти из строя блок управления, и он стоит конкретных денег. То есть вы эти все нюансики посмотрели, попробовали, прокатились, нет стуков в подвеске. Стуки, это вот мы проезжаем сейчас, она должна быть такой глухой стук, такой тук-тук-тук-тук. А если он звонкий будет, какой-то разбитый сайлентблок, какая-то шаровая, оно будет такой звонкий, громкий звук. Тогда это означает, что что-то у вас по подвеске убитое, разбитое и так далее. Также вам надо включить музыку, проверить, все ли колонки, ничего не хрипит, не стреляет. Проверить, открываются ли все окна. Эти все пункты, во-первых, сэкономят вам деньги, во-вторых, это в любом случае повод для торга. Конечно же, продавец хочет как можно дороже продать, вы, как покупатель, хотите намного дешевле купить. И в этом и есть вся разница. Спасибо вам большое, что вы смотрели это видео. Если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите ваши комментарии, может, ваши случаи. С другой стороны, это будет очень интересно почитать. И, конечно же, отвечу я тогда в следующих видео на это все. А с вами была IG Daily Культура скорости. И до скорого!